Здравствуйте, это гадание будет для вас, если вы этого захотите. Гадание «Вся правда о ваших отношениях». Один вариант, но несколько раскладов. Мы узнаем все-все про вас и вашего мужчину, про то, что между вами происходит теперь, про то, что вас может ожидает в будущем, про то, как вы относитесь друг к другу, какие у вас чувства, намерения, мысли относительно второго. И гадание это, я думаю, будет ответственное, потому что это некая история жизни или некая история целой любви. Поэтому давайте начнем с тестовых карт для того, чтобы вы могли определиться, для вас ли это гадание. Если вы почувствуете, что карты говорят про вас, пожалуйста, смотрите все расклады, их будет несколько, я думаю, где-то 4, все они разные, отвечают на разные вопросы, но для одной пары, вот для вашей. Если вы почувствуете, что карты начинают говорить как бы не с вами, то есть про что-то другое или про кого-то другого, то тогда гадание не смотрите, потому что вы знаете, что есть такая магическая, мистическая сила у карт. Карточные гадания по-своему меняют реальность. И если эта реальность совпадает с вашей, то это хорошо, тогда карты могут приблизить приход каких-то положительных событий в вашу жизнь. Но если вы, например, пытаетесь подключиться к чуждому или к чужому раскладу, то эта энергия карточная может и деформировать вашу собственную судьбу. То есть карты это не шутки, карты это серьезно. Итак, тестовые карты. Все про ваши отношения. Да, вы должны загадать, естественно, мужчину какого-то, я думаю, не какого-то, а лучше, если это любимый человек ваш, конечно. И назовите, пожалуйста, вслух или про себя имена, потому что карты любят имена. И эта история будет про вас и для вас. Поверьте, абсолютно на все вопросы, которые могут у вас возникнуть и которые появляются у людей на эту тему, мы на все эти вопросы ответим. Для этого большое гадание, для этого несколько раскладов, для этого у нас будут самые разные карты. Итак, тестовые. Мы начинаем с классики. Тестовые карты. Что, про кого? Ох. Решение вопроса, это гадание будет для вас. Если решение вопроса, быть или не быть, оставаться вместе или нет, срочное, если есть какая-то срочность, если для вас вообще принципиально время. Например, если вы торопите молодого человека, своего мужчину, не можете ждать или устали ждать, не хватает терпения от него каких-то решительных действий, может быть предложение о браке. Но туз мечей это и само предложение о браке может быть. То есть, возможно, вы уже услышали такие слова, уже вас куда-то позвал мужчина, куда-то, наверное, вместе за руку идти по жизни. Может быть, вы ждете со дня на день такого предложения. В общем, это гадание для вас. Если для вас сейчас принципиально важно срочно прояснить ситуацию, срочно узнать, что это за отношения и что с ними дальше делать. А может быть, как раз-таки ваш мужчина, молодой человек, ждет от вас ответа сейчас. То есть вы должны ответить, да или нет, пойдете вы на свидание или нет, пойдете замуж или нет. В общем, вот если слово срочность, риск, решимость, как вам кажется, про вашу любовную историю, то смотрите, это гадание, оно, значит, будет для вас. И вторая тестовая карта, тоже подсказка, это мы здесь разделяем аудиторию на тех, кому смотреть, кому нет. Прекрасная, очень радостная тройка кубков. Кстати, вместе карты обозначают приглашение на праздник. И иногда могут описывать действительно вот эту самую красивую, как правило, бело-кремовую открыточку с приглашением на свадьбу, знаете, которую гостям посылают. Вот. И это гадание для вас, если вы радуетесь этому человеку, если
так или иначе ваши отношения для вас это праздник. А может быть, вы познакомились на празднике, на каком-то корпоративе или у друзей в гостях. Возможно, у вас есть общий круг знакомых, с которыми вы тоже проводите время. Например, не только в паре вы с ним встречаетесь, но и в присутствии там, еще каких-то друзей, может быть, родственников. И, в общем-то, это комфортная карта, то есть вообще здесь нет тяжелых карт. Поэтому, наверное, сегодня мы будем гадать не про давящие отношения, не про, скажем, напряженные какие-то эмоционально. В общем, человек – праздник. Вот если вы своего мужчину или свое отношение к нему можете назвать праздником, счастьем, да, то это гадание для вас. Ну что ж, классический Таро Райдера Уайта у меня в руках. Первый расклад. Как вы думаете, с чего мы начнем? Вот попробуйте догадаться. Опять же, прошу вас, настройтесь серьезно, потому что даже, видите, гадаю, я не узнаю постоянные зрители стол. Я даже гадаю на новом столе этот стол. Очень редко использую. Ну, то есть для гаданий практически никогда, потому что он стоит в моей спальне. Это приватный такой кабинетный стол. И я за ним делаю другие вещи. Ну вот решила поменять локацию для того, чтобы какую-то новую энергетику придать, энергетику, да, придать этому гаданию, чтобы мы сегодня были предельно откровенны и очень хорошо разобрались со всем. Первый расклад про чувство мысли. Ну, знаете, наверное, вас удивит, особенность будет в том, что про ваши чувства к молодому человеку, к мужчине, я тоже расскажу. Это важно, потому что очень многие, и девушки тоже, гадая на молодого человека, на чувства молодого человека, забывают про собственные чувства, забывают разобраться в собственных. А вы-то что думаете и к чему стремитесь? Да? Этот расклад по традиции, это традиционный для Таро расклад, называется он мост, то есть здесь вот ваши карты, их совсем немного, здесь карты мужчины, их, естественно, логично больше, ну и предполагается, что это как мостик, который соединяет две души, два сердца, две судьбы, две жизни. В общем, дальше как хотите, продолжайте. Чувство мысли здесь, немножко будущего. Здесь идет, знаете, такой краткосрочный прогноз на будущее. Перевернулась карта, кстати, но мы запомним, да, что она все-таки перевернута была. Неплохие карты, очень даже неплохие карты, по крайней мере, они крупные, они содержательные. То есть вы не пустое спрашиваете, не из праздного какого-то любопытства. Понятно, что этот человек важен для вас, а вы важны для него. И так мы начинаем. Ну, начинаем с вас. Тут уж не обессудьте, если мы что-то скажем не то. Но все-таки карты говорят в первую очередь, что вы в этом человеке нуждаетесь. Он вам очень нужен. И тут контекст может быть тоже очень разный. То есть нуждаетесь. Почему? Потому что любовь, привязанность такая сильная. Или потому что внешние обстоятельства заставляют. Знаете, когда девушка, например, страдает материально, да, и мечтает вернуться к бывшему мужу, чтобы вернуть его зарплату, это же тоже нуждаемость, да, какая-то. Ну, вы все равно примеряете здесь свой вариант. Пятерка пентаклей у вас центральная карта. Она считается плохой для денег, но очень хорошей для любви. Вы очень привязаны к этому человеку. И насколько вы сами нуждаетесь в этих отношениях, в этой любви, настолько же готовы вы этому человеку помогать. И даже если вы сейчас в ссоре или в разлуке, вы готовы вернуться в любой момент и принять его таким, какой он есть, в том виде, в каком он покажется, появится. То есть это, знаете, карта, когда говорит про любовь, это вот то самое в болезнях и в бедности, да, быть вместе. Поэтому такое у вас, в общем-то, отношение к этому человеку похвальное. Но еще более впечатляет меня здесь вот
эта карта, она говорит о том, что у вас страсть. Самая страстная карта во всей колоде Таро выпадает вам на сердце. То есть у вас есть страсть. Не каждый способен страсть такую сильную испытывать, не каждая, да, девочка. Это все зависит от личного гороскопа, это зависит от положения Венеры, в частности, от положения Луны, конечно. Ну, карта горячая, очень огненная, то есть может быть Венера огненная у вас, что есть такой ресурс на страсть, может быть Луна, Солнце в огненном знаке, например. Вот. И очень много у вас желания в сердце именно быть с этим человеком. Ну а думаете вы очень просто, думаете, не буду доставать, отшельник, да, думаете о браке, что нужно выйти за него замуж. Ну, все, тут все просто, не будем как бы придираться. Далее я буду доставать дополнительные карты, если мы чего-то здесь где-то не поймем. Про него. Мужчина вас, загаданный мужчина, вот, наверное, это то, ради чего вы смотрите это гадание, да? Мужчина очень вас ценит, очень-очень. Это вот тот редкий случай, когда это немножко больше, чем любовь. Уважение. Он ценит вас как личность. Он видит вас совершенством во всех отношениях. И это касается не только внешности, не только какой-то такой поверхностной привлекательности. Он уважает вас, например, за вашу карьеру, за ваши отношения с друзьями и с родственниками. Скорее всего, вы, конечно, внешне ему очень нравитесь, но также ему нравится ваш стиль. Ему нравится, как вы богато, нарядно одеваетесь, как вы умеете достойно себя вести в любой ситуации. И еще ему видит он вас авторитетной девушкой, авторитетной женщиной. То есть с вами не стыдно в люди выйти, умеете вы так себя подать, чтобы вот произвести на всех исключительно благоприятное впечатление. А также мужчина очень сильно ценит вашу щедрость, щедрость души, то есть то, что вы можете помогать. И скорее всего не только ему, но помогать и еще каким-то людям. И вот он это видит. Не совсем понятно, на сердце трудноватая карта у него. Это, знаете, как трудная любовь к авторитетной женщине. Так это выглядит, да? Может быть, у вас положение какое-то, может быть, должность такая, что это какие-то вот трудности вызывает у него, да. Ну, на сердце максимально трудно. То есть привязанность очень большая к вам, больше, чем у вас даже к нему. Но привязанность на уровне, ну вот если мы говорили, что у вас страсть, да, то у вас сила, у него уже повешенная. То есть, по сути, это следующая стадия, следующая фаза. После страсти образуется что? Зависимость. То есть у этого человека есть такая своеобразная даже зависимость от вас, привязанность. Ну, хорошо это или плохо, трудно оценить. Тут тоже это все зависит от качества личности. Такая зависимость от вас. Как знаете, у кого-то бывает зависимость там, от сахара, от еще чего-то. Вот. То есть вы для него как наваждение. И деваться ему некуда. Понимает он это или нет. Но это мы тоже спросим карты потом. Своеобразное отношение у него к вам. Я имею в виду даже не отношения, а вот то, что сложилось исторически, то, что сложилось, ну, как бы просто от звезд у него на сердце. Привязанность очень большая, других не замечает, скорее всего, или, ну, по крайней мере, сердце другим у него не раскрывается. Но при этом и на сердце большая тяжесть. Не конфликтность, не обида, не ревность, а именно тяжесть. Ему ваши отношения представляются трудными. Почему так происходит? Несовпадение характеров может быть, то есть разные какие-то у вас гороскопы принципиально несовместимые. Может быть, у вас такой гороскоп тоже тяжелый, и автономия воли большая, и с вами, ну, кажется, что трудно договориться. На самом деле нет, но вы можете производить просто такое впечатление. То есть этот мужчина сердцем понимает, что ради вас, ради взаимопонимания и чтобы быть с вами,
ему нужно очень стараться лезть вон из кожи, представляете? А вот что с этим делать, с этими своими чувствами, он пока не знает. Ну, на данный момент мыслей четких каких-то, вот четкого плана у него нет. В голове разброд и шатание. Сомнений очень много. Выбор, как ему кажется, богатейший. Ну, из каких вариантов он может выбирать? Там, я не знаю, подойти к вам или не подойти, знакомиться, помириться с вами или не помириться, вернуться в ваш дом или не вернуться, продолжать отношения или нет. Ну, на самом деле он не хочет сейчас выбирать. Не хочет сейчас выбирать. У него, может быть, полагается на судьбу, может быть, хочет, чтобы звезды, ангелы, Вселенная сделали за него этот выбор. А мы сегодня как раз в других раскладах посмотрим, обоснованы вот эти его ожидания, что судьба все решит или нет. Мы это обязательно спросим. Намерения его, вернее, планы относительно вас, кстати, совпадают с вашими мыслями. Вот насколько вы думаете о браке с этим человеком, о продолжении брака, если это ваш муж, или о новом браке, если это просто жених, то он тоже думает о браке. Этому человеку нужен с вами общий дом. Нужен с вами именно общий дом. Вот это его план. Пока, видите, очень большой разрыв между мыслями и планами. То есть конечная точка, куда он хочет с вами прийти, это брак, общий дом, семья. Понятно. И какая-то новая жизнь с достатком, счастливая. Это понятно. Но дорожку от сегодняшнего дня до вот этой идеальной мечты, до вашего идеального общего дома он не видит. Соответственно, вот ее планировать, сделаю то-то, пойду так-то, скажу это, он не может. Знаете, какой-то вот отдаленный, как горизонт, результат. Закрывает глаза и представляет, как вы уже вместе, вдвоем, в вашем общем доме, не знаю, там чай пьете, да? Вот. А как к этому дойти-то? Он ведь ни мысли нет ни единой у него. Ну, тут тоже и пассивность какая-то есть. Мы не будем его оправдывать, да? Потому что вот у него в голове очень пассивная карта, вот эта четверка выпадает. То есть этот человек почему-то думает, что судьба все может решить за него, что не так уж это все в его руках. Хотя, может быть, это временное. Он устал, например, добиваться вашего внимания, да? Устал стараться, вот, и взял передышку. Посижу-ка я посмотрю, что будет без меня, как умыл руки. Ну, надеюсь, что временно. Вот. И его действия относительно вас. Хитрить будет искать к вашему сердцу обходные пути, непрямые. Вот если вы ждете, это семерка мечей, самая витиеватая, самая запутанная карта лицемерная и со многими интригами, тайнами связана. То есть ваш мужчина, этот загаданный человек, будет действовать как-то очень неоткрыто относительно вас. Поэтому, если вы ждете от него откровенного разговора, как часто девочки, пусть придет и скажет, что у него ко мне, что будет. Не дождетесь. В ближайшее время точно он прямым текстом вам ничего не скажет и никаких внятных или, скажем так, честных, откровенных вещей не озвучит. Вообще, видите, водно-воздушные какие-то характеристики этому мужчине придают карты. Водно-воздушный человек. То есть Солнце, Луна, Венера. Ну, для мужчины Марс актуален. Вот это все в воде, в воздухе. То есть этот человек действительно часто препятствия обтекает, а к целям ходит по лабиринту, не по прямой. Так, что же он будет все-таки делать? Он будет как-то нарочито нравственным, поучающим или в худшем случае осуждающим с вами. То есть он будет страсть свою, именно вот физический интерес такой
будет очень тщательно к вам скрывать. Если вы еще не вместе, если вы только лишь вот на самой ранней стадии, когда там на уровне взглядов у вас симпатия идет, то заметьте, этот человек подчеркнуто будет демонстрировать свое равнодушие, незаинтересованность в вас. То есть, видите, это карта Иерофант. Он таким, как святым священником. Это жрец и жрица, это карта платонической любви. То есть он будет стараться выглядеть бестелесным и очень незаинтересованным, всячески пряча свой интерес и свою страсть. И в этом будет состоять его хитрость. Может быть, это даже как манипуляция. Знаете, мальчики так тоже иногда делают. Изображу-ка я полное равнодушие, чтобы меня поскорее заметили. Вот. И этот человек может все-таки будет неоткровенным с вами. Может даже, знаете, какие-то душеспасительные беседы вести, может вас учить жизни, причем это иногда в буквальном смысле разговоры, да, какие-то на кухне, если вы тут про мужа гадаете, да, а иногда это очень даже дистанционно, например, если вы на расстоянии находитесь, не живете вместе, этот человек может хитро, да, хитро, продуманно не отвечать на ваши сообщения, может игнорировать, да, ваши письма, звонки, может блокировать даже ваш номер, так делают иногда. Опять же, это будет манипуляция с целью привлечения внимания, потому что он вот вас хочет, ну как всегда мужчина хочет вас повоспитывать. Мужчины всегда любят женщин воспитывать, в этом их какое-то такое призвание дополнительное, может и основное, не знаю. Что вас ждет? У нас краткосрочный прогноз, скажем, там в течение месяца до 3 в этом раскладе. Позже мы будем на более долгое время смотреть. Что же вас ждет? Неутешительные новости пока, потому что вот в настоящий момент конкретной соперницы для вас нет. То есть не надо подозревать другую женщину, что она вас вот разлучает, разводит. Нет. Ну, то есть эта другая женщина может быть, может не быть, но она препятствием для развития истории не является. А вот та женщина, которая в скором времени появится, и вы про нее узнаете, вот она-то вызовет у вас, вот она, видите, ваша злодейка. Невинно выглядит, вроде бы не злодейка вовсе. Вот она-то и женщина эта вызовет у вас мучительные приступы ревности, вплоть до ощущения конца, вплоть до ощущения того, что отношения невозможно продолжать, потому что вот есть другая женщина, ревность эту вы свою побороть не можете, справиться с ней никаких сил нету. То есть, знаете, вот эти 3 карты вместе вам тут, это на ближайшее время, повторюсь, может быть, от недели до месяца, да, вот здесь вот карты, они вам обещают приступ ревности, понимаете, такой мучительный, вот, когда вы собой особо не владеете. И со временем, вот в ближайшее время, скажем, уже где-то до 3 месяцев, 2-3 месяца, да, вот эти непонимания из-за того, что ему трудно с вами общаться, из-за того, что вы сильно ревнуете, из-за того, что тень соперницы есть, из-за того, что он прямых путей к вам не находит. Вот эти все противоречия, увы, сохранятся. Очень трудно будет договариваться на словах. Поэтому не ищите спасения, не ищите решения ситуации в разговорах, как тоже часто девочки любят. И меня спрашивают, а что если мне с ним вот откровенно поговорить? Или что если мне написать ему максимально развернутое, честное письмо? Как правило, такие способы в любви не работают, потому что любовь – это война, а на войне никто прямо в лоб в атаку не ходит. Там всегда стратегия, там всегда тактика, специальные люди этому даже
в университетах военных обучаются. Все непросто. Вот такая вот аналогия. То есть непонимание на словах и абсолютная недоступность добрых разговоров, ну, по крайней мере, понятных. Это ваше будущее в этой паре на месяц, на 2 до 3. И какой-то выход есть? Да есть, конечно. Не надо разговоров, но и не надо никаких страхов. Если этот человек через 3 месяца по-прежнему будет вам так дорог, то к вам спешит совет карт. Отношения спасутся и отношения восстановятся только взрослым, очень практичным поведением. Очень практичное, взрослое ваше отношение, поведение должно быть. То есть вы сможете буквально как вот этот вот мастер на карте, мало-помалу, с терпением, с большим рвением восстанавливать отношения, работать над ними, работать над собой, работать над вашей любовной историей. Ну что ж, первый расклад получается очень неплохой. Относите отношения между вами сильные, значимые и в общем крепкие. Планы у молодого человека далеко идущие. Это, наверное, лучше всего. Вот это самая здесь говорящая, самая лучшая карта. Плохо то, что общий язык находить предельно сложно. Что же это за время такое? Месяц, 2, 3. Непонимание. И следующее гадание, следующий расклад будет для вас же. Мы продолжаем разбираться с вашей любовной историей. Второй расклад – это будет оракул. Здесь мы посмотрим, спросим карты, для чего, вот это принципиально важный вопрос, для чего вас свела судьба. То есть насколько масштабным был замысел Вселенной, когда она, ну вот, познакомила этих двух людей, вас и этого мужчину. Всегда же мы задаемся такими вопросами, девочки особенно, может быть, мальчики тоже только в этом не признаются. Есть ли Божий промысел в нашей встрече? Почему мы встретились? Для чего мне послала судьба этого человека? Кармические ли наши отношения? Неизбежны ли они у меня по судьбе? Или это просто какая-то случайная, короткая интрига, какой-то незначительный эпизод? Вот как раз для ответа на такие вопросы и еще некоторые другие существует вот такой вот расклад оракул. Тоже обратите внимание, ответственное, серьезное гадание, женские карты, много женских персонажей, это Таро Мухи, очень красивые, искусно, изощренно очень сделанные карты. Итак, оракул для вас. Важность встречи, препятствия, может быть, еще про его отношения, хотя скорее здесь будут, хотим тут оценить разные факторы, которые помогают вам быть вместе. Так, для чего вы встретились? Ах, кто ж вам может помешать? Да. И советы для вас. Я не могу сказать, что очень уж гармонично карты легли пока. Не могу сказать. Может быть, мы сейчас разберемся, и как-то это будет не так все просто, непростые карты, сразу скажу. Более или менее вот с ним понятно, с его отношением, с его позицией к вам. А все остальное, ну, тоже будем доставать, наверное, дополнительные карты, не знаю. Итак, для чего вы встретились? Видите ли, здесь вот выпадает как бы центральная карта, это любовь женщины. И любовь женщины, она очень сильно непостоянна. То есть мы видим здесь женщину, и скорее всего это ваш портрет, женщину, которая много чувствует, прям по-настоящему чувствует, может влюбляться, любить, показывать чувства, говорить даже открыто о них. В общем, супер романтическая натура. Про вас это или нет? Это женщина, которая много чувствует, но при этом сохранять постоянно
эти чувства не может очень много разочаровывать. То есть героиня, видите, карты приковывают внимание именно к вам. Они не говорят сейчас про мужчину или про то, для чего вы именно вот встретились. Хотя нет, говорят, вы встретились для того, что вы встретили, конкретно обращаются карты к вам, вы встретили этого мужчину для того, чтобы любить, для того, чтобы у вас вот этот ресурс, вот это чувство, на которое вы безусловно способны, чтобы вы испытали, почувствовали, чтобы вы узнали, что такое любовь. Потому что любовь, если, знаете, как потенциал живет закрытый такой в сердце человека и не находит выхода, то она перекисает внутри нашего сердца и превращается в свою противоположность. Вот. И выход вашей чувственности. Этот человек, эта любовная история, это выход вашей чувственности. То есть вы проснулись, почувствовали в себе женщину, почувствовали, что вообще впервые, может быть, узнали, почувствовали, что можете так влюбиться. Романтично, нежно, но не постоянство идет большое. То есть как любовь, как очарование идет, и постоянно скатывайтесь в разочарованность, депрессию. При малейших препятствиях, при малейших трудностях, при малейших сомнениях скатываетесь в депрессию, скатываетесь в такое глубокое, может быть, кратковременное, но все-таки отчаянное такое, знаете, разочарование. Там, не позвонил мужчина, разочаровались, узнали, что он с кем-то еще встретился, разочаровались, ну и так далее. То есть у вас очень нестабильный эмоциональный фон, получается так. Про него карты говорят, вот про него лучше карты. У него к вам вот эта самая страсть, которую он так тщательно прячет. То есть такая вот сильная привязанность физическая, но сродни зависимости, а такое положено прятать, в таком не положено признаваться. И у этого человека есть к вам серьезные намерения. Карты, в общем, перспективные для любви. Но проблема в том, что эти две карты не парные очень. Они друг другу в пару не ложатся. И очень мало есть людей настолько взрослых, осознанных, настолько серьезных, которые могут, испытывая настоящую страсть, что-то вроде зависимости к женщине, при этом спокойно с ней общаться, заботиться о ней, поддерживать серьезные намерения в себе и в конечном итоге, в общем, без провалов и кризисов привести эту женщину к браку, к венцу. Да, очень мало таких мужчин. Потому что вашего героя, вот этого молодого человека, которого вы загадали, его эти две силы абсолютно противоположны. Серьезные намерения в одной стороне, да, и физическая, просто дичайшая страсть. Они его, конечно, разрывают в сторону. Если только речь не идет, опять же, о каком-то очень взрослом, сознательном человеке. Если вам повезло, и он такой, ну, мы вас поздравляем. Но это редкость, это, конечно, исключение. Вот. А пока вот так. С одной стороны, хочет, конечно, серьезное намерение, хочет брака и быть с вами долго, и при этом эту страсть надо куда-то девать. В общем, не позавидуешь. Растерянность какая. Давайте ему достанем третью карту. Раз человек так страдает, третья карта пусть будет для него. И не забывайте, кстати, когда вот слушаете эти расклады, тоже имена периодически освежайте, не обязательно вслух, если вы на работе смотрите. Про себя просто имена освежайте, говорите. Вот свое имя называйте и молодого человека, на которого гадаете. Это очень-очень притягивает гадание, более личным его делает. Вот такое общее гадание. О, ну, очень он счастлив, конечно, вами. Вы для него и солнце, вы для него смысл жизни, и свое будущее. Все, конечно, этот человек буквально связывает с вами. Вот. Счастлив. То есть он готов, жаждет греться в ваших лучах. И именно вот счастливое будущее видит с вами. И только с вами в настоящий момент. Мы там позже увидели какую-то
девушку другую, ну, с ней мы тоже разберемся. Хотя, надо ли, да? Если карты не подтверждают, тоже не надо путать. Девушка другая в будущем. Не надо сейчас его пытать и мучить, кто это там у него появился. Она в будущем, в недалеком, но будущем. Сейчас вы для него абсолютный идеал, солнца и жаркие карты, очень страстные такие у него. Неоднозначный тоже ответ карты дают на вопрос, что вас разлучает. То есть вот что главное есть, что мешает вам спокойно жить, любить, быть любимой, общаться с этим человеком. Знаете, такой двусмысленный, но мне, как человеку с большим опытом, да, гаданий, мне ответ очень понятный. Вот вас разлучает сейчас именно сила чувства. Человек, привыкший к самостоятельности, можно сказать, в душе по-хорошему одинокий человек. Это одинаково относится и к вам, и к нему. Человек, который очень хорошо обустроил свою жизнь, ни в чем не нуждается, идеально существует в карьере, в социуме, с деньгами разобрался. И вот этот человек, представьте, на жизненном пути, понятно, никого кроме себя не любит, не видит, да, вдруг сталкивается вот с этим чудом мироздания, вот с этой вот великой любовью. Ну, посмотрите, какие карты красивые, правда? Хочется вот гадать и гадать, раскладывать и раскладывать. Вот. Он столкнулся с любовью, с этой великой, неуправляемой и все-таки, согласитесь, странной и болезненной силой. Кто переживал, кому доводилось вот сильные чувства испытывать, вы со мной согласитесь, что любовь на болезнь очень похожа. По крайней мере, температурой, лихорадкой сопровождается. Так вот, и вот как здесь уместить эти две силы? Кстати, карты понятны и уместны, если, например, ваш избранник, мужчина такой, ну, более или менее убежденный холостяк. Мужчина, который привык самостоятельно обходиться вот и быть. Тогда понятно, что впервые он испытывает такие сильные чувства, любовь не к себе, а к другому человеку. Что это? Восторг, удивление, но и отрицание, наверное, приходит. То есть, видите, что вас разлучает? Плохих, кстати, карт нет. То есть, отличная новость, судьба не против вашего союза, абсолютно даже. Проблема в вас, в нем и как раз в силе чувств. Так часто бывает, к сожалению, чем сильнее люди любят друг друга, чем сильнее любовь, притяжение у них, тем труднее им быть вместе. Особенно это касается людей вот таких мыслящих, с достоинством, потому что там эго очень сильно задевается. Ну, мы как-нибудь об этом, конечно же, поговорим. И будущее ближайшее для вас. Будущее ближайшее. Ну, кстати, все-таки девятка пентаклей здесь выпадает. Это такая практичная, денежная, финансовая карта. Поэтому все-таки обратите внимание на денежные вопросы, которые в вашей паре могут быть решенные или нерешенные. Что мы видим здесь? Будущее. Тоже достаточно краткосрочно. Мы в этих раскладах сильно далеко не смотрим. Для вас многие ваши планы, вот то, что вы себе напланировали на день, на неделю, на месяц, может быть, на месяц, не сбудутся. Но в чем причина? В чем проблема? А только в том, что вы придумали и напланировали себе лишнего. То, чего на белом свете вообще не может быть. То есть вам карты говорят, что вот ваши планы о разговорах, может быть, о встречах, все, что вы себе вот записали в каком-то воображаемом ежедневнике про этого человека, наверное, почти что все, да, придется бросить и обратиться к каким-то очень земным практическим вопросам. Это и совместная деятельность, совместное решение каких-то очень практических таких научных вещей. Карты, хотя это не позиция совета, советы тут, но все-таки карты вам рекомендуют
свои планы смело забывать про этого человека. И что дальше? Пользоваться чужими, ну, пользоваться шансами, которые судьба подбросит. Правильнее так. А советы оракула тоже важная позиция, кстати. Ох, советы оракула для вас. По сути, здесь одно есть только сообщение, но оно очень корректно сочетается с предыдущими картами, даже с прошлым раскладом. Сообщение для вас одно. Внимание, вот это выделите, пожалуйста, красным текстом, красными буквами в этом гадании вообще. Вы ничего не выбираете сейчас в этих отношениях. Хотя это сложно понять и простить, с этим сложно смириться. Ничего вы не выбираете. Ни будущего в вашей любовной истории, не выбираете слов, которые можете сказать друг другу. Естественно, не выбираете его поведение, отношения и, не знаю, поступков, подарков от него. В общем, ничего. Вашего выбора ноль. Если вы сейчас, например, сомневаетесь, сидите и думаете, так, позвонить мне ему или не позвонить, написать, не написать. И для вас решение этого вопроса похоже на, ну, просто решение, не знаю, тайны мироздания, да? Вам кажется, что от сегодняшнего вашего звонка, письма, от ваших слов, от того, что вы сходите на свидание или откажетесь, что-то зависит. Вернее, зависит все. Нет, ничего. Это все иллюзии самообмана. Вы в них пребываете. Единственное, чего вы добьетесь, настаивая сейчас на своем с этим человеком, единственное, чего вы добьетесь, это ссоры бессмысленные, беспощадные, безобразные. И следующий расклад – это традиционный, всем известный расклад крест. Самое традиционное, наверное, гадание, самый традиционный расклад для Таро. И это гадание нам, во-первых, даст самый долгосрочный прогноз, самый долгосрочный. То есть здесь конкретного срока мы не скажем, потому что это очень индивидуально, но насколько карты вот конкретно именно для вас могут увидеть будущее вашей любовной истории. Оно может быть для кого-то там на 2 года, для кого-то на 50 лет, если вы молоды, у вас все впереди. Крест. И здесь уже мы копаемся в более философских смыслах вашей любовной истории. Здесь мы отвечаем на вопросы, нужно вам это или нет. Вот, кстати, это принципиальный. Некоторые это знают и задают такие вопросы, когда просят личные гадания. То есть, насколько это надо вам, вашей судьбе, насколько вы это притянули, взяли, получили заслуженно или в награду, или в наказание. Да? Итак, ответственный расклад. Вообще крест всегда даже немножко боюсь делать, когда гадаю, и в том числе себе, например, да, немножко боюсь, потому что этот расклад всегда такие неожиданные вещи может раскрывать. Даже не может, а раскрывает. Сложный мужчина достался. Или выбрали вы, так правильнее сказать, да? Кто кого выбирал, но сложный человек. Вот просто изначально его позиция к вам, по отношению к вам. Или, может быть, его отношение к женщинам в принципе, да, какое-то своеобразное, оно очень взыскательное. То есть это придирчивый человек в любви, придирчивый, очень требовательный. Причем на любом уровне, начиная от быта, это, знаете, есть такие требовательные мужья, которые придираются к недоглаженной рубашке, могут там и так далее, да. Но скорее его требовательность касается интеллектуальных, моральных, каких-то эмоциональных качеств. Немножко осуждающий, поучающий человек. Такой вот, возможно, старше. И по возрасту старше. Или почему-то считает себя таковым. Бывает, опять же. Что карты говорят? Ну, во-первых, карты, да, привлекают внимание к портрету вашего мужчины. Говорят они, что
И это ответ, это разгадка, это ответ на многие ваши вопросы. Если вы сейчас спрашиваете, почему, например, почему так получилось или скорее не получилось, почему он так себя ведет, почему вот, например, у нас что-то не получается, или почему вам не нравится, например, с ним что-то в его поведении. Разгадку ищите не во внешних факторах и, в общем-то, даже не в себе, а ищите ее в нем. В нем. Понимаете, вот какая-то личность, не совсем обычный человек, что-то в нем есть такое начальственное, привычка. Причем я не могу сказать, что это прям нарцисс. Нет, так карты его не обзывают. Человек может быть высоко духовный, тоже по разным причинам. Там профессия может быть, профессиональные деформации. Например, вы понимаете, да, что если вы встречаетесь с учителем, со школьным учителем, и у него там стаж 20 лет, то в любом случае он вас тоже будет учить. Вот. Если вы встречаетесь с каким-то проповедником, миссионером, тренером даже в конце концов, или, как сейчас модно, тренером личностного роста, то он тоже в любом случае будет себя позиционировать как первосвященника, да, и будет вас тоже чему-то учить. Вот. И король мечей, видите, вот пара, очень интересный портрет человека дает. То есть все в нем, все в нем. Но это и подтверждает еще раз то, что вам в этой любовной истории мало что надо выбирать. Понимаете, да? Вы тут особо ничего не выбираете, потому что это человек абсолютно с автономной волей. И все в его жизни происходит только так, как он хочет. Никаким манипуляциям, женским штучкам, уловочкам-то он не поддается. Прет, как ледокол, танкер по жизни. Вот такой вот человек. Влиять на него нельзя ни в хорошем, ни в плохом смысле. Я-то считаю, что это все похвальные характеристики, но вы можете думать по-другому. Можете думать по-другому. Вот. И центральная карта расклада крест, верховная жрица. Она говорит о том, что сообщает она несколько вещей. Но хорошая новость в том, что все-таки колода, получается так, да, складывает вас в пару. Видите? Вот они, жрец и жрица. То есть вы все-таки пара. Да, это люди условно, мужчина и женщина. Это скорее здесь связь какая-то бесполая между ними. Но все-таки пара. То есть здесь есть какое-то совпадение интеллектов, например, совпадение интересов, совпадение вашей духовной сущности. То есть даже если вы не вместе теперь, даже если вы не были вместе и не будете, ну, в общем-то, вы встретили достойного себе человека по духу, встретили свою, это же две половинки одного целого, да, получается, вы встретили свою вторую половинку. Просто встретили ее, может быть, не для быта и не для совместного проживания, а для того, чтобы души друг друга узнали, чтобы души ваши познакомились и как-то неизбежно друг на друга повлияли. А также карта жрицы здесь в центре расклада говорит о том, что на данный момент, вот когда мы гадаем, когда вы смотрите это гадание, в вашей любовной истории для вас есть много-много тайн. Очень много есть всего разного, сокрытого. То, что вы о чем вы даже не можете догадаться. И самое интересное, что и тайна впереди. В ближайшее будущее тут Луна выпадает. То есть и сейчас многое неизвестно об этом человеке, о его, может быть, характере или внутреннем мире, о его прошлом или будущем. Намеренно он это скрывает или намеренно вы на что-то закрываете глаза. Разбирайтесь, пожалуйста, сами. Но
тайна впереди не кончится. То есть какое-то прозрение. Вот помните, мы говорили еще там на первых раскладах, что откровенного разговора и полной ясности вообще не будет в ближайшее время. Даже наоборот, здесь есть и ваши подозрения, и ваши интуитивные догадки какие-то про этого человека. Ну, правильные или нет, это тоже потом только откроется. Но вы будете много думать об этом человеке в ближайшее время. И проблема в том, что вы как бы думаете в условиях плохой видимости, в условиях слабой видимости. Думать хочется, а думать-то что, если у вас столько загадок? Вот. Тем не менее, есть страсть и присутствие страсти в ваших отношениях. То есть сила, знаете, что обещает на объективном каком-то уровне, таком простом, понятном, она обещает время, наполненное страстью. То есть вы с этим человеком будете проводить время, вы будете встречаться, и у вас будет много-много поводов и много подходящей обстановки, чтобы друг другу эту страсть показать. Потому что карта это очень телесная, она очень физическая. Ну, давайте так ограничимся на том, что вы будете вместе, то есть физически вместе, да, будете находиться как минимум в одном помещении, в близком контакте, в каком-то. Далее, карты говорят, что вот, видите, третий раз уже восьмерка пентаклей маячит, все-таки маячит. Серьезных намерений вся эта история не лишена. Она, конечно, немножко запутанная, такая неочевидная, да, но серьезные намерения есть у мужчины, с которыми он, мы поняли, да, не знает, что делать. Эти серьезные намерения вы будете друг другу показывать, то есть так или иначе жизнь сложится, что вот вы сможете все-таки, несмотря на разногласия, как-то объединить усилия, например, что-то вместе делать, там, ну, вкладываться взаимно в отношения. То есть, видите, уже хорошие, уже есть какие-то хорошие новости. К сожалению, наша злодейка-разлучница никуда не девается, но тут она превращается уже в настоящую злодейку. Там она была просто такая невинная девушка, волей судьбы, затянутая в водоворот чужой любовной истории, да? А здесь уже это женщина, которая знает, что она кого-то разлучает, что она кому-то разбивает сердце. Далее. Вот и снова мы скатываемся в какую-то неоткровенность. Ваши отношения поменяются в обозримом будущем. Ну, как правило, до 1,5 лет. Расклад крест на это время до 1,5 лет. Ваши отношения поменяются просто по объективным причинам, не потому, что вы захотите расстаться или он захочет расстаться. Что-то вроде дороги ложится между вами, дальняя дорога. Разъезжаются люди, уезжают, но это не обязательно расставание навсегда. Однако эта дорога, эти перемены в жизни очень меняют природу, структуру ваших отношений. И, конечно же, эту историю затягивают. Вот видите, вы обратили внимание, что сегодня, сколько мы вам гадаем, мы нигде не приходим к логическому концу. Мы нигде не видим, чем же история ваша закончится, да? Чем она закончится, эта история, какое у нее будет завершение. А это значит, что? Это значит, что еще в пространстве Вселенной, в судьбе вашей, в его судьбе, этот исход не решен, и эта точка не определена. И насколько бы на долгий период мы не спрашивали карты, мы, скорее всего, до этой логической точки не дойдем, потому что ее еще нету. Звезды не решили еще, что с вами делать, что с вашей парочкой делать-то, как вас наказать или поощрить за все за это. Так и здесь, в этом раскладе, видите, мы видим отличные новости. То есть у вас будут очень реальные отношения. Свидания, набор свиданий, время, которое вместе вы проводите, стараетесь друг для друга. Дорога,
все это в тени злодейки какой-то соперницы происходит. И чувства, проявленные чувства выпадают. То есть, возможно, вы наконец-то дождетесь от загаданного мужчины вот того, что того, что он в роли иерофанта ни за что вам не скажет. А вот потом, когда пройдет время, тут прям признания какие-то идут, чувственные, романтические. То есть ваш немножко, скажем так, скучноватый, поучающий герой превращается в юного рыцаря, который обещает любовь, рассказывает про любовь, опять же, зовет на свидание, может и стих написать, потому что рыцарь кубков — это самый романтичный из рыцарей в колоде Таро. Но, опять же, откровенности не ждите. Это все равно все будет очень любое слово кажется мне каким-то грубым, хотела сказать, наигранно будет. Это все равно будет, он будет в образе. То есть вот такой правды до конца он не скажет. Но мы уже поняли его портрет, да, и то, что сейчас происходит здесь, до правды, с его стороны, я имею в виду каких-то откровенных слов, далеко. Хотя зачем вам откровенный мужчина? Это же скучно, правда же? И ну вот то, что карты так акцентируют здесь внимание на портрете, на его, это знаете, что говорит? Это значит, что вам совет срочно, вы присмотритесь к этому человеку. Вполне возможно, что не все так гладко, не все так идеально, именно потому, что вы его не увидели, не поняли, не разгадали. Он вам показался обычным парнем с соседней улицы, ну такой, как все, да, в меру привлекательный, вот. А он другой, он умный, во-первых, он очень такой ясномыслящий, у него могут быть серьезные амбиции, может быть, они уже удовлетворены, и он занимает руководящую должность, а если нет? Если это человек, у которого эго еще томится только в ожидании признания. Так что на него, вот смотрите на него, и многие тайны откроются, хотя и многие останутся тайнами. Последний, 4-й расклад будет завершающий. И вот для чего он нужен, дорогие мои. Наверное, очень у многих из вас возник вопрос, так что мне делать-то? Оставаться мне с этим человеком или нет? Продолжать мне стараться ради этой любви или нет? Думать мне, мечтать об этих отношениях или нет? То есть, переводя на язык карт, вы хотите спросить, что вас ждет, если вы расстанетесь с загаданным мужчиной, да? За пределами этого брака, что вас ждет за пределами этого романа или хотя бы этого любовного, ну не знаю, переживания или за пределами этой любовной фантазии. А также параллельно вы хотите спросить, а что меня ждет, если я останусь с этим человеком, опять же, в браке, в одной квартире, в отношениях, в мечтах, в планах и так далее. Вот, для этого и будет у нас следующий расклад. Он не полный, потому что полная версия расклада, она такая большая. Я только хвостик, только кончик этого. Это большой расклад, он безымянный, по-моему. Только кончик сделаю, чтобы мы ответили вот на эти два конкретные вопроса. Что без него и что с ним. И вы должны будете выбрать, что же лучше-то для вас. Что вам понравится. Итак, без него и с ним. Какая-то ссорность присутствует в вашей паре, может быть, опять же, гороскопически. Потому что, знаете, когда гороскопами заложено, например, двум людям ссориться, да, то есть конфликтность, от этого никуда не уйти, к сожалению. Не уйти, не вылечить этого ничего. Вот. Надо разделить даже это все нам так вот. Так, что мы видим здесь? Итак, если вы расстанетесь с этим человеком, полностью переключите свое внимание на другого и
совсем про вот этого сегодняшнего забудете, то ждет вас счастье в личной жизни. Вам предстоит полностью, как говорят, реализоваться в любви. То есть отработала себя как женщина. Императрица говорит, отработала, это значит отлюбила, отражала, вышла замуж, поменяла статус свой социальный, вот, и так далее. То есть если вы с этим человеком расстанетесь, выкинете его из головы, не захотите там с ним с таким сложным разбираться, то вы, во-первых, самостоятельно сможете очень, выправить свою жизнь. Во-первых, вы справитесь, начнем с того. Никакой затяжной депрессии я не вижу. Вы, безусловно, справитесь, и ждет вас и новая любовь, и новый статус, и новое уважение, и признание, и авторитет в глазах другого мужчины. Здесь портрета нет другого мужчины, но его незримое присутствие, конечно, просматривается такое вот очень легко. И очень счастливые перемены в личной жизни вас ждут. То есть вы встретите там кого-то другого, не просто встретите, а это будет брак, который как удача идет, да, как триумф. Это даже карта колесницы. То есть это будет брак другой, с другим человеком, которым вы будете страшно гордиться и будете до конца жизни говорить, как же мне с этим браком повезло. А вот если вы останетесь в этой истории, на которую мы сегодня гадаем, да, вот, то что вас ждет с этим загаданным человеком? Опять же, произнесите имя про себя на всякий случай. Картам это нужно. Они ждут, знаете, имен. Что вас ждет? Опять же мелькает пятерка мечей. Она у вас везде. Так или иначе, потому все-таки какая-то ссорность. Скорее всего, из-за него и не из-за вас. Но от этого не легче. Интересно, что финала драматического, например, окончательного расставания, опять же, в картах я не вижу. То есть, если вы выбираете все-таки этого мужчину, загаданного, то ждет вас, во-первых, активное время. То есть ваша любовная история будет переживать, так скажем, активные времена горячие, да, какие-то. Вот активные времена. Это время страсти, это свидания, это могут быть совместные поездки, какие-то жаркие разговоры. Да, ревность и выяснение отношений тоже возможно. Но в этом, в общем-то, суть любви и состоит, правда, и суть всей нашей жизни. Есть риск ссориться, неприятно, некрасиво, но всегда у вас есть, наверное, молодой человек немножко с таким своеобразным характером все-таки достался. Но эти ссоры ваших отношений не прервут. Максимум, это самое худшее или самое страшное, во что вы можете с этим человеком скатиться, это в некое подобие дружбы. Вот это, наверное, худший прогноз из тех, что можно вытянуть именно из этой карты, да, в некое подобие дружбы. То есть, может быть. И вообще у вас вот интересно, знаете, чем интересна эта история в этом гадании? Тем, что просматривается, с одной стороны, очень сильное, невероятное физическое притяжение, большая страсть с двух сторон, знаете, такая, не побоюсь этого слова, животная какая-то, да? И при этом вот этих точек, где эта страсть выходит, когда вы можете в этом друг другу как-то признаться, как это показать, этих точек очень мало. Потому что, мужчина принципиально против этого, против того, чтобы вы знали, против того, чтобы кто-то знал, против того, чтобы вообще эта страсть, давать ей ходу, понимаете? То есть у него немножко могут быть какие-то монашеские даже на эту тему взгляды. То есть худшее, что здесь то, что между вами не будет именно каких-то романтических отношений, вы будете, что называется, дружить, созваниваться, ходить в кафе, мороженое и так далее. Вот. А в целом же
шестерка пентаклей, она у нас здесь получается последняя, да, вообще во всем гадании. Карта хорошая, она говорит, что вы с этим человеком сохраните бесконечно долго взаимопонимание, взаимное уважение. И вы бесконечно долго будете друг другу доверять и будете друг другу помогать в самых разных жизненных ситуациях. Спасибо.